Здесь набор, которому более 100 лет. Серебро. Прям серебро или посеребрение? Это серебро. Старое серебро. Серебро. Там клейма стоят, все. А, и клейма есть. Серебро старое. Ага, какие Стоит красивые 60 тысяч вещи. набор. 60. 60 тысяч, да. Если у вас такой есть, я покупаю. Мгм. За 60 куплю, за 60 продам. Нет, все равно. Угу. Могу купить. Роскошнейшие, конечно, две щетки и зеркало. Разницы нет. Деньги, бумага. Конечно, очень А вы мне красиво. покажете, покажите такой набор, я вам подарю бесплатно. Угу. Ну вот как вот вы один, такого А нет. я не спорю по ценам, конечно, Ну, достойно. ничего, не, может поменяться, может быть у вас что-то есть поменяться. Я даю вам набор и доплачиваю еще там 1050. Может быть у вас что-то необычное есть. Угу. Красиво. Ага. А там что? Чего? Шкатулочки. Просто? Это? Ага. Ну я куплю. Нет, вот там. А там ничего нет. Ничего нет. Ага. Пустая От балерины оставшиеся вещи. Мужчина ехал в дом, где жила балерина, и там эти были предметы. Я сижу и думаю, а где же моя балерина? Которая мне оставит предметы такие. И куда бы въехать? Со своей съемной квартиры. Шучу, конечно, но с долей правды. Красивые предметы, шикарные. Друзья мои, хорошие мои. Как говорится, нас связала нас Элла Австралия узами винтажа и антиквариата. Я с вами и в здравии, и в болезни. Болею, слышите по голосу, но пошел на блошинку, и потому что все равно нужно еще по делам потом после бежать. Так что в любом случае отменять это нельзя было. Сегодня суббота. Почему говорю так? Такую подводочку делаю, потому что завтра ровно год каналу, YouTube каналу Ивана Рыбникова. Конечно, благодарим в первую очередь Эллу Австралия за это, за все. Она сподвигла, она настаивала. И вот что из этого получилось. Иду снимать для вас новинки, ненадолго, потом убегу. И вообще сегодня еще тишинка. Но я не знаю, идти ли мне на тишинку, потому что здесь вроде бы на свежем воздухе никого не заражу, а там в закрытом пространстве. Ну, сейчас посмотрю по обстоятельствам, потому что мне потом еще по делам нужно бегать. А вообще, конечно же, сложно мне пропустить блошиный рынок, потому что здесь меня ждут. Здесь ждете вы меня, и продавцы, и может что-то интересное. И, конечно же, я сделал себе подарок. Подарок, о котором я мечтал не знаю сколько лет. И именно сегодня утром мне его доставили. Но так получилось, что к этому подарку получился еще один подарок. И оба, не знаю даже какой краше. Ой, какой столик там стоит шикарный. Какой краше подарок. И поэтому впереди у нас с вами... не распаковка, но презентация моей покупки. Но там то, о чем я мечтал давно, и не совсем для меня было доступно, но я вот собрался с силами, я накопил и смог это сделать, как говорится. Здесь таз нашел. Но вот это тоже, по-моему, 9 сантиметров, 1500 отдают. Вот он говорит, что вот зависит от каких-то цифр, букв. Да, здесь что-то есть. А стульчик этот 5000. Интересный, да, для лофта стиля, шикарно. Там, видите, сиденька такая, на которую попа уляжется хорошо. Ну что, 1500, широкий, хороший. Так, сейчас я измерю, сколько здесь все-таки, 9 или 6. Он говорит, еще скинул. Может, за 1000 скинуть? Как думаете? Ну, в итоге узнаем. Сейчас я измерю. Хорошо говорят, 15 000. Легкая. Мне кажется, дороговастенько что-то. Пряжечка. Тоже говорят, царских времен. И второй, смотри, был? 2000. Ему тоже заказывали. Латунь. Но вот пряжечка нравится. Вот ничего не могу сказать. Ага, здесь у него еще кони. Не в яблоках. Но, по-моему, латунь тоже. А это пластик. Он не фальшивый, просто сделал. Легкий, да, пластик.
Тоже красотень. Такие встречаются частенько мне. Федя подошел, у него лежат две вот такие роскошнейшие вязаные салфеточки. Он говорит, забери. А я как раз думаю, что это вот даже можно на платьице на детском сделать кармашки. Пришить. И зеленые оборочки. И у меня еще кружева есть. Кружева на горловинку. По бокам кармашки будет же роскошно. Ну, загляденье просто. Сниму немного видео со стороны. Уж шибко нравится, как это все на солнышке смотрится. И люди, и товар, атмосфера. А там, кстати, тучки, а здесь солнышко. Вот так вот все и гуляют, каждый что-то себе находит. Вот интересно даже вот так порассуждать, если из 100% привезенного в день раскупается сколько? 10-15, как думаете, процентов за день? Может быть, даже около 20-25, наверное, да? Ну так, если размышлять. Видимо, ручная работа. Вот такая шкатулка с засовом. А на подковку застежка, видите? Слушайте, ну интересно. Там даже зеркало стоит. И, по-моему, бархат внутри. И зеркало есть. Интересная работа. Все-таки есть мастера и в наше время. Тарелочка клозана. Интересно. Какая стоимость? Какая стоимость? 1,5. 500? 500? 500 рублей всего лишь. Кстати, нужно сказать, вот когда я первый раз, по-моему, на Авито увидел вот такую плафон от светильника, был как-то немножко удивлен. Он еще есть такой красный. Ну, видимо, тыква это, но очень формы такой, как сказать, не элегантной, своеобразной. Ой, чихну сейчас. Ветерок дует, а глубже заходишь, здесь спокойно, тишина. И народ мирно воркует. Продавцы здесь сидят, каждый своим делом занимается. Ну как вот без блошинки-то? И вам, и мне. Кстати, одна дама написала. Иван, вы модельер? Или кто? Или вы скупаете весь, типа, хлам? А я не пойму, а что одно другому мешает? Вообще не понимаю. Какие-то претензии на пустом месте. Каждый занимается тем, чем хочет. Каждый находит, как сказать, в том, чему интересно, отзыв, отклик. Тем более вы смотрите. Столько общих тем нашлось, столько знакомств, столько людей. Ну, по-моему, такой глупый комментарий, извините за мое вот такое откровенное высказывание. Кстати, там какие-то вот гусли лежат красивые. Посмотрим, давайте. С таким рисунком. Видите? Не часто встречаются. Или это не гусли, что это такое? Старенький Гарднер, 40-е, 50-е годы. Но это же просто украшение кухни. Мечта любой хозяйки. Особенно если на кухне, там, не знаю, кафель, плитка в цвет синий. Такая старая печать. Видно вам? Очень красивая. Здесь еще одна есть. Легенький фарфор. Ух ты, ножки какие. А вот что написано, не разберу. Интересная тарелка. Здесь квартет такой. Это что, коробочка из-под чего-то? Конфеты, да, или что? Вон сколько рисунков красивых. Лиса тянется к винограду. Слон и моська. Как они? Один с блюда лизал, другой не мог достать из кувшина. Ага, лебедь, рак и щука. Вороний бог послал кусочек сыра, да?
В общем, из разных мультиков. Интересно, из-под чего эта коробка? Ничего не написано здесь. Но это квартет, да. Угу. Красивая картинка. Девушка смотрит пупсиков маленьких. По 250 вроде бы они. А здесь вижу какой-то агрегат интересный. Шкатулка или что это, или музыкальная. А вот еще один малюсенький. Малейший. И курочки. Еще меньше. Подожди. Вот этот необычный сервис. Супнички или что это? Или под кашку? Набор для ухи. А, для ухи. Щука или кто там? Ага, маленькая щучка. Щучки. Это полоскательница со щуками. И 4 вот такие. А чей он? Какой-то военный. Не знаю. Угу. Сколько стоит? 1500. 16 рублей стоил. Второй сорт. Интересно, редкий. Да. Набор для ухи написано. Угу. Для любителей ухи как раз таки. Угу. Кашпо, котики. Какое миленькое. В коробке. Сколько стоит? 400 рублей. 400 рублей такое. Ну, на балконе украсить, да? Цветы сядут сюда, будет очень красиво. Кто котов любит? Для вас такой предмет. Сани приехали сами. Вон какие роскошные. Чудо. Просто чудо. Сколько же они стоят, интересно? А сколько сани стоят? Сани. Сани сколько стоят? 5500. 5500. Ну что, веревку только осталось привязать и собаку в упряжку. Ну или друга. Не знаю, что это за товарищ. Что за герой? И что у него в руках? Свеча? От печи засов. Еще такой мощный. С вензелями. Наездник без ног, лошадь без ушей. Но скакать это не мешает им. Прискакали на вернисаж. Вот нога еще лежит от коня. Блин, как жалко, все это вот носится и все это бьется, конечно. Вот неплохие подсвечники. Парочка. У которых ножки ходуном ходят. Не, сами, конечно, хорошие, да. Отвалилась. А, ну, можно привинтить. Винта просто нету. Хорошая, кстати, пара. Кстати, тут остановился и случайно увидел в загашнике вот эти сани шикарные. Тут за киоском. Видели какие медали? Ничего себе. Какая роскошь. Эх, тройку лошадей бы. Эх, да помчались бы мы по России матушке. Где теперь лошадей-то брать-то? Лошади-то нынче дорогие. А сани такие-то вообще не достать. Ну вот, я нашел. Теперь топереча что делать с ними? Топереча коней надо искать. Ой, кино. А там что-то на сцене идет, началось. Масленка английская, 5000. Антикварная. Тонкая, такой костяной, да, скорее всего? Да, конечно. Молочного По цвета, ощущениям. старинный еще, да. Да, цвет действительно молочный. И здесь кружевниц, посмотрите, сколько. И собачки, и попугайчики.
А вот эта дамочка со шляпкой какая красивая. Выбор огромный здесь. Дамочки отдыхают. Они сожалеют, что у них есть только книга, но нет YouTube, чтобы посмотреть Ивана Рыбникова и его новинки. А это говорит, а я смотрю канал. Дрезденский кружевной фарфор. Дрезден, да? Ага. Это говорит, я тоже смотрю. И порхает. Короче, все, кто порхает, все смотрят, а эти только мечтают. Здесь вижу две красивых картины с розами. Розы в чем? В вазе. И вот здесь рама такая роскошная. И не менее красивая девушка. Какая красота. Наверное, дерево рама. Как это красиво. Не зря картины дорого стоят. Удовольствие получаешь от них неимоверное. Роспись вся эта. Слышите, да, как улей, все шумит, все общаются, все разговаривают. Часики какие. Завода 2, ключик имеется, значит, бумкают. Ух ты, там надпись. Ну, я все-таки бронзовую ищу штуку, вешалку. Более дорогостоящая вещь в подарок для... Какая шубка. Старинная. Ничего себе. И на рукавах то же самое. Сколько же это стоит, интересно? Ну, это находка. Вот кто любит винтажно одеваться. Много таких женщин сейчас. А, там сзади. Ну, это же просто превосходство. О рыбках. Вот эта рыбка. Верите, на Авито я стоит хвост. А я-то купил за 1,5. Помните, совсем недавно такую. Ну, повезло. Снова повезло. Пока еще стоит. Дейка. Почему не купили до сих пор? Жилет. Горюющая дама ждет своего кавалера. Цветок в руках держит. Ушел, но обещал вернуться. Кстати, вернулся. Видите, какая довольная. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем.